Комитет солидарности с народом Сирии уже в своем заявлении высказал категорическое осуждение самого акта бомбардировки. И дело ведь даже не столько в том, был ли обстрелян объект под Дамаском Джамрие, или, как говорят израильские официальные лица, обстреливали колонну, которая везла якобы оружие для ливанских отрядов. Вопрос в самом факте попрания международного права. Ибо спровоцированный был бы другой контекст, но не спровоцированный объект, обстрел суверенного государства, который повлек разрушение и, по заявлению сирийской стороны, даже человеческие жертвы, это говорит о том, что у нас система международных гарантий безопасности государств не работает. Не работает в должном объеме Совет Безопасности и сама Организация Объединенных Наций. Не работают механизмы, которые бы гарантировали справедливые отношения в мире. И в этом отношении я хочу подчеркнуть, ведь предвзятость в отношении Сирии, предвзятость в отношении сегодняшнего руководства этого суверенного арабского государства позволяет для некоторых официальных лиц прощать все, что делается против сирийского народа. Не замечать этого. Нельзя допускать, чтобы нарастала напряженность, чтобы теперь возникало моральное право, и многие ведь теперь спокойно ждут, а чем ответит сегодняшняя Сирия на этот обстрел. И предполагается, что это будет адекватная оценка, адекватные действия, и значит, это должен быть встречный обстрел. И если мы пойдем по этому пути, то ведь мы неизбежно должны быть современниками новой вспышки ближневосточного вооруженного межгосударственного конфликта. К этому нас толкают. Те люди, те политики, те силы, которые стоят за действиями Израиля, они что, хотят внутри гражданского конфликта, который навязали Сирии, а ведь практически ни для кого не секрет, что там наемники из других стран воюют против сирийской армии. Так они теперь хотят уже перевести это в формат открытой военной агрессии. Поэтому я могу только еще раз сказать, что для представителей самой широкой российской общественности это удар израильских военных по Сирии является и актом нарушения международного права, актом агрессии против суверенного государства. Он может быть только осужден, и мы надеемся на то, что не будет повторения ничего подобного ни со стороны государств, граничащих с многострадальной Сирией. Многие сейчас задаются вопросом, почему израильская авиация спокойно нанесла удар и ушла, не понеся потерь. Причина проста. Сирия сегодня ведет тяжелую борьбу с международным терроризмом, который при поддержке западных держав активно пытается снести законное правительство Башара Асада и установить террор, подобный тому, который сейчас творится в Ливии. И не ожидает, что со стороны Израиля последуют воздушные удары. Поэтому система противовоздушной обороны Сирии, естественно, даже вот на этом направлении находилась в режиме так называемого мирного времени и не была приведена в высшей степени готовности, поэтому не смогла отразить этот удар. Если бы это произошло, израильская авиация, безусловно, понесла потери, причем, вероятно, весьма тяжелые. Какие цели преследует Израиль, нанося такой удар? Ведь понятно, что если в Сирии воцарятся
исламисты-радикалы, то Израиль окажется в тяжелейшей геополитической ситуации, когда он, по сути дела, окажется окруженным режимами, исповедующими радикальный ислам, либо близкие к этому. С севера Сирия, если там победят исламисты с радикальными исламистами, с юга такой же Египет, с востока монархии Персидского залива, отнюдь не питающие нежные чувства к Израилю, а с запада Средиземное море. Зачем Израилю носить такой удар? В сущности, объяснение этому может быть найдено из косвенных высказываний лидеров израильского государства. Израиль преследует задачу под видом защиты химического оружия Сирии от возможного захвата исламскими радикалистами, под видом недопущения установления в Сирии режима исламских радикалистов, осуществить военное вторжение в Сирию, свергнуть законный режим Башара Асада и посадить тот марионеточный режим, который будет выгоден Израилю и Западу. Вот, собственно, вероятная картина того, какие цели и задачи преследует перед собой израильское руководство. По всей видимости, израильское руководство рассчитывает, что эти действия будут проводиться ими не самостоятельно. Сегодня турецкое правительство, проводя ярко выраженную антисирийскую политику, формирует на границах Сирии группировки войск, которые могут превратиться из группировок войск обороны молниеносно в группировки войск вторжения. Тогда с концентрированными ударами с севера и с юга Сирия будет предпринята попытка по оккупации этой территории, этого государства, с уничтожением в том числе не только сирийского правительства, но и тех радикальных исламистских группировок, которые борются против него. Они будут не нужны. Потому что установление исламского режима в Сирии также невыгодно Западу в той же мере, как и Израилю. А что получилось в том же Египте и Тунисе, мы сегодня видим. Установление исламских режимов привело к тому, что даже относительно умеренные прозападные режимы Бен Али и Мубарака оказались свергнутыми, и сегодня Западу трудно сказать, каков будет курс этих новых режимов. И не превратится Северная Африка вместе с Ближним Востоком в единый суннитский халифат, представляющий колоссальную угрозу Западу, в том числе и Соединенным Штатам Америки. Ведь надо четко понимать, что американская ставка на так называемый сланцевый газ – это вынужденная мера, это фактически признание поражения в двух геополитических операциях. Первая – это попытка захватить военным путем ресурсы Ближнего Востока и Афганистана, она провалилась. Вторая – операция под названием «Арабская весна», она тоже провалилась, пришли исламисты. Поэтому дерутся за Сирию. Я предполагаю, ситуация вот такая. Естественно, надо понимать, что это приведет к большой войне на Ближнем Востоке. Поскольку Сирия не останется без внимания, вернее, такая операция не останется без внимания со стороны того же Ирана, такая операция вызовет негативную реакцию всех радикальных исламистов Ближнего Востока, будет объявлен джихад. Не исключено, что такому вторжению в Сирию и со стороны Турции и со стороны Израиля, или даже со стороны чисто Израиля, будет оказано военное противодействие силами стран Лиги арабских государств, в первую очередь Египтом. Вот мы получаем, по сути дела, картину большой войны на Ближнем Востоке. Поэтому остановить вот эту агрессию надо любой ценой, и можно рассчитывать только на одно, что сирийское руководство проявляет достаточную мудрость, чтобы не допустить эскалации этого конфликта. Мне кажется, что все-таки для Израиля наибольшую опасность всегда представлял и представляет именно сирийский режим баасистский, последнее светское националистическое арабское образование, наиболее последовательно борющееся против сионизма, наиболее последовательно защищающее дело палестинцев и выступающее за права палестинского народа. Единственная страна, которая не поддержала Кэмп-Дэвидские соглашения, возглавляла фронт стойкости и противодействия, исходя из посыла, что братья-мусульмане, все-таки они или найдут, или уже нашли общий язык с Соединенными Штатами, и в геополитическом плане действуют заодно. Мне кажется, что Израилю лучше покончить
с режимом Башара Асада, и потом видеть перед собой раздерганную Сирию, может быть, даже на несколько государств по конфессиональному признаку, с которыми легче будет справиться, потому что Сирия всегда будет представлять постоянную угрозу. Сирия будет требовать возвращения Голан. А вспомним, что отец Башара Асада говорил даже так, что мне не нужны Голаны, мне нужна Палестина. Я успокоюсь только тогда, когда будет освобождена Палестина. Поэтому отсюда и такая ненависть Израиля в отношении режима. Отсюда можно понять утверждение сирийцев, когда они говорят, видя, что все вот эти террористы и поддерживающие их страны не могут справиться с нами, Израиль сам вступил в действие. Но еще меня, конечно, поражает, и всех нас должна поражать безнаказанность Израиля, ну хотя бы даже на примере Сирии, в отношении Сирии все исходит с рук. И в 2007, когда она взорвала центр сирийский, и я вспоминаю 1973 год, Октябрьскую войну, когда в Дамаске первое здание ракетно-бомбовым ударом было разрушено. Это был советский культурный центр. В этот же день был затоплен корабль, сухогруз советский в районе Тартуса, который транспортировал одну из турбин на Ефратскую ГЭС. И все это обошлось Израилю без всяких последствий.